Всем привет! Подготовка к Новому году в самом разгаре. И начинаем с этой замечательной елочки. Для начала соберу элементы, из которых будет состоять елка. Это хлопок, орешки и шишки, всевозможные скорлупки. Дома нашла вот такие кисточки из пряжи, из которых сделаю помпоны. Эту кисть разделю на 2 помпона разного размера. Туго перевязываю нитью и отрезаю с 2 сторон на равном расстоянии от нити. Разворачиваю, лишнее остригаю ножницами. Таким же образом делаю и второй помпон поменьше. Так как кисти были сделаны уже давно и пряжа зафиксировалась в определенном положении, поэтому, когда я отстригла самый верх кисти, получился вот такой цветочек, похожий на хризантему. Элементов для елочки мне показалось мало, я решила довязать маленькие цветочки. Крючком набираю 30 воздушных петель. Провязываю 1 столбик без накида. Дальше вяжу лепесток из 1 петли. Провязываю 5 столбиков с накидом и закрепляю к цепочке столбиком без накида. И так до конца. Отрезаю нитки и завязываю узелок. Схему этого цветка вы сможете найти в описании под видео. Получается вот такая гирлянда из лепестков. Собираю цветочек при помощи деревянной палочки. На шпажку наношу горячий клей и постепенно накручиваю. Срезаю палочку, хотя она достаточно легко достается просто круговыми движениями. И получается вот такой цветочек. Сделал еще и розовые помпонные цветочки, но они в дальнейшем мне не понадобились. У маленьких сосновых шишек убираю верхушку, так она легко приклеится к плоскости. Получаются вот такие милые шляпки. Подставку для елки делаю вот из такой черной металлической тарелки. Когда-то купила в Икее и привезенного оттуда же подсвечника. Приклеиваю их друг к другу с помощью клеевого пистолета. Чтобы смягчить черный цвет подставки, губкой наношу белую краску штампующими движениями, как будто тарелку припорошило снегом. Здесь очень важно, чтобы на губке не было много краски, и она была полусухая. Для основы елки вырезаю из картона круг диаметром 16 см и вырезаю в нем отверстие 9 см. В это отверстие будет вставляться гирлянда. Из двойного картона вырезаю полоску шириной 7 см и придаю ей округлую форму при помощи цилиндрического предмета. Приклеиваю ее к основанию на горячий клей-пистолет. Я использую плотный двойной картон. Если нет такого, то можно склеить 2 полоски из гофрированного обычного картона на клей ПВА. В лесу настригла веточки длиной примерно 80 см. Есть очень тоненькие и толстенькие. Решаю, какой высоты будет елка. Все палочки выравниваю по одной длине 45-50 см. В первый ряд гофрированного картона вставляю самые толстые палочки. Чтобы они хорошо входили в отверстие, край срезаю под углом и вставляю до самого упора, примерно на равном расстоянии друг от друга. Вот такая конструкция получается. Ветки сверху туго завязываю веревкой, но не на самом краю. Проверяю ровность елки, верхушку срезаю под углом. Так она получается в виде конуса. Вставляю самые тонкие веточки во второй ряд картона, распределяя равномерно. После того, как все веточки вставлены, на самом верху туго затягиваю веревкой. Таким образом получается достаточно густая елочка, но с тонкой макушкой. В нижней части она все равно просвечивает. Вставляю веточки совсем короткие, которые не доходят до макушки. Зацепляю их за веточки. Чтобы елка не была пузатая, внизу примерно на 3 см выше картона затягиваю веревкой.
И чтобы она не сползла вверх по конусу, привязала ее к веткам. В фикс-прайсе купила вот такую новогоднюю гирлянду с еловыми ветками, ягодами и шишками. Отрезаю кусачками, хотя эта гирлянда легко разбирается, нужно просто размотать крепежную проволоку. Начинаю собирать нижнюю часть елки. Самыми первыми приклеиваю большие декоративные детали. Это коробочки хлопка, скорлупа грецких орехов, шишки и еловые ветки. Большие элементы приклеиваю так, чтобы максимальный объем оказался внизу. Еловые веточки приклеиваю в одном направлении, например, у меня слева направо, а можно и клеить справа налево. Тогда будет равномерная гармоничная композиция. Если веточка слишком большая, я ее подрезаю. В самом низу приклеиваю большие еловые и сосновые шишки. Обязательно обращаю внимание, чтобы примерный диаметр елки был равномерным и не терял форму конуса. Красные ягодки на веточках купила в фикс-прайс. Разбираю их на отдельные элементы. Приклеиваю элементы поменьше. Чтобы скорлупа грецкого ореха не затерялась среди шишек и веток, с обратной стороны подклеиваю несколько слоев картона, набирая нужную высоту. Прокручивая елку, где-то добавляю маленькие веточки, чтобы низ уже был завершенным. Далее по кругу равномерно заполняю низ елки разными элементами, пока не останется пустых мест. Еще нашла палочки Касси, и они тоже пошли в дело. Расставляю акценты из красных ягодок. Композиция будет смотреться намного лучше, если ягодки будут разного размера, от большого до маленького. Главное здесь не переборщить, но хотя это кто как любит. И последние маленькие элементы. Это скорлупа орешек макадамии, нарезанные еловые веточки, маленькие не раскрывшиеся сосновые шишки, блестящие декоративные шарики и бусинки. Почти сухой губкой наношу белую краску, получается заснеженная елочка. Осталось только вставить гирлянду. Я использую из фикс-прайса, она на проволоке и хорошо держит форму. Закрепляю ее за веточки. Отверстие позволяет легко включить и выключить гирлянду. Елка готова. Осталось ее только поставить на подставку.